Всем большой привет! Сегодня я хочу показать вам красивый узор, который состоит из одного ряда и является двусторонним. С таким узором получится великолепная летняя майка или футболка. Также это будет очень эффектный и интересный джемпер, кардиган или шарф, палантин. Таким узором можно связать и плед, и накидку на кресло, и на диван. И все это будет вязаться очень легко и быстро. Узор запоминается легко и быстро вяжется. Пряжа для такого узора подойдет и толстая, и средней толщины, и тонкая. На тонкой пряже узор будет менее выраженным, но все это нужно пробовать. Многое зависит от свойств пряжи. Узор одинаково выглядит и с лицевой стороны, и с изнаночной стороны. Выглядит одинаково, то есть узор двусторонний. Вот такие красивые буклированные дорожки. Узор эластичный и хорошо держит форму. Раппорт узора в ряду состоит из 3 петель. Самым обычным классическим способом набора петель для поворотного вязания я набрала 17 петель. Это 5 раппортов по 3 петли, 15 петель, плюс 2 кромочные петли, 17 петель. И теперь провяжу один подготовительный базовый ряд всеми изнаночными петлями. Только для того, чтобы удобно было начинать вязать узор. Можно начинать сразу вязать узор после набора петель. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Первую кромочную петлю я всегда снимаю, последнюю провязываю изнаночной бабушкиной петлей. Итак, я провязала подготовительный ряд и теперь приступаю к вязанию узора. Кромочную петлю снимаю. Передо мной 3 петли раппорта узора. Первая, вторая, третья. Между первой и второй петлями я ввожу правую спицу, захватываю рабочую нить и вывожу на правую спицу новую петлю. И теперь первую и вторую петли провязываю вместе одной лицевой петлей за задние стенки и спускаю эти петли с правой спицы. Третью петлю я провязываю изнаночной петлей. Мы провязали раппорт узора, повторяем раппорт узора до конца ряда. Перед нами 3 петли, между первой и второй петлями вводим правую спицу, захватываем рабочую нить и вытаскиваем на правую спицу петлю новую. И теперь провязываем первую и вторую петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Третью петлю провязываем изнаночной петлей. Провязали второй раппорт узора, провязываем третий раппорт. Все то же самое. Правую спицу вводим между первой и второй петлями. Захватываем рабочую нить и выводим на правую спицу новую петлю. Первую и вторую петли теперь провязываем вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Третью петлю провязываем изнаночной. Провязали еще один раппорт узора и так повторяем до конца ряда. Между первой и второй петлями вводим спицу, захватываем рабочую нить, вытаскиваем на правую спицу новую петлю, затем первую и вторую петли провязываем вместе за задние стенки одной лицевой петлей. Третью петлю провязываем изнаночной.
И последний раз я провязываю свой последний раппорт. У меня их всего было 5. Между первой и второй петлями ввожу правую спицу, захватываю рабочую нить и вытаскиваю на правую спицу новую петлю. И теперь первую и вторую петли провязываю вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Третью петлю провязываю изнаночной. Кромочная петля у меня изнаночная бабушкина. Работу разворачиваю на изнаночную сторону и начинаю провязывать второй изнаночный ряд, который вяжется точно так же, как первый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаю, между первой и второй петлями ввожу правую спицу, захватываю рабочую нить и вывожу новую петлю на правую спицу. И теперь первую и вторую петли провязываю вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Третью петлю провязываю изнаночной. Провязала первый раппорт узора и повторяю раппорт узора до конца ряда. Между первой и второй петлями ввожу правую спицу, захватываю рабочую нить и вывожу новую петлю на правую спицу. И теперь первую и вторую петли провязываю вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Третью петлю провязываю изнаночной. И так повторяю до конца ряда. И далее все ряды вяжутся точно так же. То есть все ряды вяжутся как первый ряд, одинаково. И изнаночные ряды, и лицевые. То есть узор состоит из одного ряда. Чтобы узор был хорошо виден, необходимо провязать не менее 5 рядов в высоту. И так далее. Повторяем узор. Разворачиваем работу на лицевую сторону. И все точно так же. Кромочную снимаем и провязываем этот же раппорт из 3 петель, которые уже провязывали в первом ряду и во втором. Друзья, на этом у меня все. Надеюсь, вам узор понравился. Мастер-класс также оказался понятным и полезным. Если это так, поставьте лайки, подпишитесь, оставьте ваши комментарии. Благодарю всех за внимание. Желаю всем легких петелек. До новых встреч. Пока-пока.